Этот год пандемии дал нам возможность посмотреть на направления внутри России, до которых обычно не доходили руки. Этой зимой мы съездили на Байкал, чтобы посмотреть на уникальное чудо природы и его лед. Это самое глубокое озеро в мире. В него можно поставить друг на друга 5 Эйфелевых башен, и еще пирамида Хеопса влезет. Озеро настолько большое, что на его площади уместились бы целые страны. Например, Армения. В Байкале содержится 19% всех запасов пресной воды в мире. Если представить, что остальная пресная вода исчезла, и все люди будут пить только воду Байкала по 2 литра в день, то ее хватит на 4000 лет. Под Байкалом есть огромные залежи нефти, которая регулярно просачивается в воду. Однако местные бактерии ее очень быстро перерабатывают, и эти утечки не портят качество воды. Количество солнечных дней здесь больше, чем в Краснодаре. А прозрачность воды достигает 40 метров. Наше путешествие началось с Иркутска, и мы сразу отправились в Листвянку. Это популярный туристический поселок на берегу Байкала. Он находится в месте, где из озера вытекает знаменитая Ангара. Как только я вышел из машины и посмотрел на озеро, я обалдел. Хоть я еще и не успел увидеть лед, не успел проехаться на снегоходах, просто посмотрев на эту бесконечную белую пустыню, я пришел в восторг. Чувствовалось величие этого места и его мощь. В шаге от нашего отеля находился местный рынок, и мы сразу отправились туда. На рынке можно купить разные сувениры. Особенно нас впечатлили маски и омуль горячего копчения. Рыба здесь великолепная, и об этом продавцы прекрасно знают. Поэтому они сразу пытаются дать вам попробовать кусочек. Знаете, это ловушка. Рыба настолько вкусная, что вы забудете обо всем на свете и захотите ее откушать полностью. Как только мы закончили обедать, мы отправились в музей, где нам провели замечательную экскурсию. Кстати, почему важно посещать музей именно в первый день? Потому что, приезжая на озеро, не до конца понимаешь его величие. Да, здесь красивая природа, люди развлекаются как хотят. Кто на собачьих упряжках мчится вдаль, кто на хивусе отправляется навстречу приключениям. Но все равно нет как такового представления, где мы оказались. Только пройдя по музею, осознаешь, что это за потрясающее место. Помимо интересных залов с занятными фактами об истории озера, здесь есть аквариум с местными рыбами, хариусами, самами, осетрами и даже с 2 нерпами. Этих нерв спасли, когда они были совсем маленькими и остались без мамы. Они бы не выжили в дикой природе и совершенно не знают, что такое жить на воле. Наблюдать за ними – сплошное удовольствие. Еще в середине 20 века байкальские нерпы были совершенно не изучены. Они были очень доверчивы, не боялись человека и даже позволяли брать себя на руки. Но затем охотники их практически истребили. Сейчас нерпы находятся под охраной, тем не менее они очень пугливые и не подпускают к себе людей. Шанс увидеть их в дикой природе есть. Как сказали местные, лучшее время для этого весна, но самый надежный способ – в музее. На Байкале много разных вариантов, как активно провести свое путешествие. Например, можно взять в аренду снегоходы и поехать на другой берег Байкала. Нам много раз говорили, что на Байкал нужно одеваться тепло. Например, наша одежда состояла из 2 слоев термобелья, теплого шерстяного свитера, 2 теплых носков, непродуваемого горнолыжного костюма, непродуваемых варежек, шапки, балаклавы. И в дополнение ко всему в прокате еще выдали шлем и зимние теплые резиновые сапоги с комбинезоном, который одевался поверх всей этой одежды. На снегоходах мы пересекли Байкал туда и обратно. Это заняло у нас целый день. Водить снегоходы физически тяжело, и на следующий день у нас болели мышцы. Но было очень круто мчаться по льду Байкалу, осознавая, что как таковой дороги нет, и можно поехать в любую сторону. Ты едешь то по снегу, то по льду, объезжаешь торчащие льдины, перепрыгиваешь трещины. Любопытный опыт. Посреди Байкала стоит реконструированная станция «Середина». В 1904 году, когда Транссибирская магистраль еще не была достроена и еще не могли построить участок, который бы огибал Байкал, зимой рельсы проложили прямо на льду и так переправляли составы. Тогда и была построена станция «Середина». Пассажирам выдавали тулупы и варежки, чтобы они комфортно себя чувствовали в вагоне при переезде через озеро. В апреле, когда все растаяло, эта переправа перестала существовать, а затем проложили дорогу по земле.
Перебравшись на другую сторону Байкала, мы поехали в ущелье реки Мамай. Здесь очень красивые пейзажи: горы, реки, лес и снег. Это та зимняя сказка, в которую так хочется попасть зимой. Пейзажи были просто срыв башки. В какой-то момент мы остановились и решили посмотреть на все это великолепие. Лес был фантастически хорош. Мы вернулись со снегоходов уставшие, но довольные, примерно в 8 вечера. День был очень интересный, но тяжелый физически. Самый крупный посещаемый остров на Байкале называется Ольхон. И на следующий день мы отправились туда на хивусах. Хивусы – это такие транспортные средства на воздушной подушке, на которых очень комфортно и безопасно передвигаться по льду. В нашу задачу входило добраться до Ольхона, посмотрев всю красоту байкальского льда. На первой остановке мы приехали к селению Большое Голоусное. В этом месте со дна выходит метан, замерзая во льду волшебными пузырьками. В этот момент я подумал: ну вот тот лед, за которым я ехал. А нет, место атмосферное и очень необычное. Особенно это чувствуется с дрона. Но из-за того, что это самое популярное и близкое к листвянке место, лед исцарапан коньками, истоптан тысячами ног, устал и потрепан от ежедневных нашествий туристов. Как оказалось, дальше будет гораздо лучше. Вторая остановка – бухта Песчаная, известная танцующими деревьями. Здесь можно подняться на гору, посмотреть на причудливые деревья, немного погулять и насладиться пейзажем. Как вы видите, локация живописная, и фотографу тут будет чем заняться. А вот следующие локации как раз и оказались самыми интересными. Именно на них мы увидели самый обалденный лед в нашей жизни. Третья наша остановка была под катание на коньках. Льда бесконечно много, кататься можно в любую сторону. Прозрачный лед словно гигантская стеклянная платформа, по которой расходятся трещины. Едешь по ней, и кажется, что это стекло вот-вот разобьется, а под ногами километры воды. С воздуха эти трещины похожи на нейронные связи. Мы с удовольствием покатались на коньках по этому самому большому катку в мире. Мы боялись увидеть на Байкале очень много людей, но по факту это настолько огромное озеро, что места найдется всем. Поэтому на протяжении всего нашего путешествия другие люди нам не сильно мешали. Это была уже третья остановка, но я постоянно ловил эффект «Вау». В голове у меня был только один вопрос: а почему я не побывал на Байкале раньше? Лед прекрасен как с воздуха, так и при близком рассмотрении. Некоторые туристы ползали по льду в поисках лучшего кадра, и вы знаете, такой магии на нашей планете еще поискать надо. С этого момента я начал четко осознавать, что приехал на Байкал не зря. Следующая остановка и опять фантастический лед с пузырьками. Но здесь, в отличие от первой локации, лед не тронут и идеален. Знаете, вот спрыгиваешь с хивуса на лед, и вот вроде уже полдня ездишь, вроде бы уже привыкнуть должен к этой красоте, но нет. Я ходил по льду и не мог поверить, что такое возможно. Новое ощущение, которое я приобрел на этой локации, это ощущение паники. Ведь лед живет своей жизнью и постоянно двигается, издавая страшные звуки, периодически потрескивая. Стоишь себе, фотографируешься, а тут бац, и звук треска появляется прямо под тобой. И хочется бежать, что есть силы, к берегу. Но потом привыкаешь, и становится полегче. Наша финальная остановка была перед Ольхонскими воротами. Так называется пролив между материком и островом Ольхон, через который нам нужно было проехать, чтобы добраться к поселку Хужир, где обычно останавливаются все туристы. Тут уже видно, что мы рядом с туристическим местом, больше джипов, больше хивусов. В общем, мы были практически у цели и буквально через полчаса приехали на Ольхон. Вся поездка заняла около 8 часов, мы были очень уставшие и очень довольные. Что из себя представляет Ольхон?
Это отличное место для туристов с огромным количеством кафе, отелей, туристических агентств, где можно купить экскурсию по местным достопримечательностям. Но учитывайте, что все нужно бронировать заранее. Следующий день состоял из поездки на буханках по льду рядом с островом Ольхон. Мы направлялись в сторону Северного мыса, останавливаясь возле красивых гротов, торосов и маленьких островков, таких, например, как остров Беленький с множеством птичьих гнезд. Каждый год Байкал создает уникальный, неповторимый пейзаж из сосулек льда. Поэтому места остановок могут немножко отличаться, и гроты будут смотреться по-новому. Конечной точкой этого дня был северный мыс Хабой. Туристы здесь отдыхают каждый кто как умеет. Кто-то катается на коньках, кто-то играет в хоккей или просто гуляет и фотографируется. А тем временем водители готовят уху из омуля. Горячая уха особенно вкусна на морозе. На обратном пути нам устроили традиционное туристическое развлечение «Поцелуй Байкала». Это когда во льду высверливают рюмочки и наливают алкоголь. Нужно его выпить, загадать желание и поцеловать лед. Классная, веселая традиция. Первый день на Ольхоне открыл для нас один большой минус – туалеты. Я не знаю, как так вышло, но в туалет во время подобных экскурсий сходить абсолютно негде. Это позор для тех, кто ответственен за развитие туризма на Байкале. Будьте готовы к тому, что маленькие гроты чуть в стороне от самых популярных превращаются в отхожее место. Натыкаться на такое крайне неприятно. Поэтому перед началом экскурсии придется договариваться со своим кишечником и мочевым пузырем, что им придется потерпеть. На следующий день мы поехали в сторону юга. В программе значились Балаборский и Ялтинский мыс, остров Огой с буддийской ступой и различные гроты. Стоит отметить, как быстро меняется погода на Байкале. На второй день мы выехали в пасмурную погоду с мыслями, что сегодня день будет не очень. Но буквально через час вышло солнце, и погода была великолепной. Но появилась другая проблема – это люди. Так как Байкал очень популярное место, будьте готовы к тому, что знаковые достопримечательности и красивые гроты всегда заполнены людьми. Утром, конечно же, их меньше, но после 10 в каждый грот образуется очередь. Гвоздем нашей сегодняшней программы стал небольшой остров Огой. Несмотря на свои размеры, этот остров – место силы. На его вершине стоит священная буддийская ступа просветления. По традиции ее нужно обойти 3 раза по часовой стрелке. Первый круг – очищение, второй – загадывание желаний и третий – благодарность. Там же можно купить ленточку и повязать ее на ветку, загадав желание. Каждый цвет ленточки означает что-то свое – удачу, здоровье, любовь. Можно прогуляться по острову, он очень красивый и атмосферный. Мы прогулялись возле ступы, полюбовались эпической красотой вокруг и вернулись к авто, где наши водители снова приготовили уху. От обедов мы поехали через переправу на материк, где нас ждал автобус, который за 4 часа вернул нас в Иркутск. Возле Иркутска, примерно в 20 минутах езды на авто, есть хаски-центр, который представляет услугу катания на собачьих упряжках. Собаки просто счастливы побегать, и от поездки остается очень приятное впечатление. Круг занимает минут 10, с собаками можно пофотографироваться и даже немного их потискать. Они очень дружелюбные, заметно, что с ними хорошо обращаются. А пока другие катаются, туристы могут попить чай в аутентичной юрте. В Иркутске можно посетить музей декабристов. Он состоит из 2 усадеб – Трубецких и Волконских. Это революционеры, которые были сосланы в 1825 году за попытку свержения императора. В их усадьбах сохранилась мебель, предметы интерьера, одежда. Можно взять экскурсию, где вам расскажут историю семей, все тяготы, которые пришлось им пережить, а также больше узнать о подвиге жен декабристов. Ведь им позволялось оставаться в Петербурге, развестись и повторно выйти замуж, сохранив все привилегии. Но они отказались и поехали в Сибирь. Главный культурный хит в Иркутске – это галерея Бронштейна. Это небольшой музей современного искусства, где выставлена коллекция кукол и статуи Даши Намдакова. Это сибирский мастер, который родился в селе под Читой, а его папа-ремесленник с детства передавал ему свой опыт. В 15 лет Даши сильно заболел и чуть не умер. Ему делали операции, которые не помогали, но одна шаманка смогла сохранить ему жизнь и здоровье, предсказав, что он станет знаменитым.
Единственная постоянная коллекция его произведений выставлена в Иркутске в галерее Бронштейна. Она состоит из двух залов. Зал с куклами, безумно красивыми в бурятском стиле. Каждая кукла уникальна и великолепно исполнена. Второй зал – бронзовые скульптуры, которые также не оставят вас равнодушными. Нам его творчество запало в душу, и это то современное искусство, которое хочется смотреть. Мы предполагали, что основное внимание в этом регионе на себя притягивает Байкал, а другие близлежащие места туристам не так интересны. Но мы хотели продолжения поездки, поэтому вернулись в город, взяли авто в аренду и поехали в Аршан. Это поселок в 3 часах езды от Иркутска, который находится на территории Бурятии. Он знаменит своими целебными водами и находится в Тункинском национальном парке. Мы, конечно же, сомневались, а надо ли сюда ехать? Но подъезжая к Аршану, мы с каждым километром понимали, что все сделали правильно. Виды здесь умопомрачительные. Перед нами открывались живописные места, которые так и хочется запечатлеть. Чем ближе подъезжаешь к поселку, тем сильнее поражают горы, которые становятся все больше и больше. Это восточные Саяны, огромный хребет потрясающих заснеженных гор. Очень запомнились мохнатые коровы и лошади, которые часто встречаются и пасутся сами по себе. На следующий день мы решили продолжить наше автомобильное путешествие и рано утром выехали из Аршана в сторону границы с Монголией. Дорога туда уже приводила нас в восторг. Мы то и дело останавливались, чтобы сделать несколько фотографий. Вообще, сама местность слабо заселена, и типичная картина – это величественные горы, а перед ними равнина, на которой то тут, то там разбросаны небольшие деревеньки. Периодически с дороги видны небольшие буддийские пагоды. Сама дорога ровная, с хорошим покрытием. Трафика почти нет, поэтому ехать – одно удовольствие. Мы позавтракали в традиционном бурятском кафе, где есть свой северный олень и як. И пока наш завтрак готовился, мы подошли к ним, чтобы пофотографироваться. Пока его отвлекли едой, я могу до него дотронуться. О, слушайте, такая у него шерстка густая. В этом месте действительно очень вкусно готовят. Не зря оно популярно у местных. Из бурятской кухни обязательно попробуйте позы, они же бузы. Это такие большие пельмени из теста с мясом, которые едят соевым соусом. А также цуйван – это лапша с мясом и овощами, бухлёр – бульон с мясом и картошкой, а также местный горячий чай из травы саган-дали. По дороге нам встретилось шаманское место, возле которого останавливаются все машины, и водители кладут что-нибудь типа монетки или конфетки и просят у духов хорошей дороги. За несколько километров до границы при въезде в поселок Монды находится пропускной пункт, где проверяют документы, так что обязательно возьмите с собой свои паспорта. Этого будет достаточно для того, чтобы вас пропустили в приграничную зону. И если до поселка Монды дорога великолепная, то после, если ехать в сторону гор, начинается грунтовка с острыми камнями, поэтому обязательно возьмите с собой запаску. Летом сюда едут, чтобы посмотреть слияние рек Черного и Белого Иркута, но зимой, когда реки замерзли, этого слияния не увидеть. Зато можно насладиться красивым горным пейзажем. Возле этого слияния рек находится единственная кафешка в округе, где можно поесть бузы. Ну, а дальше начинается совсем безлюдная местность. Выше в горах грунтовая дорога покрывается снегом, и ехать становится гораздо приятнее. Мы доехали до поворота на национальный парк Шумак и решили, что горных красот достаточно. Развернулись и поехали домой. На обратном пути мы посетили буддийский Дацан, который называется Бурхан-Баабай. Это буддийский комплекс, красочный, ухоженный, необычный для нас, с молитвенными буддийскими барабанами и большой территорией. Он очень красивый, и единственный момент, который нас очень расстроил, что тут платная фото- и видеосъемка. При этом кассы не работали, везде висят запрещающие знаки, а вопрос со съемкой решить не с кем. На следующее утро мы пошли исследовать экотропы Тункинского национального парка. Одна из популярных точек – это замерзший водопад на реке Кынгарга. Зимой к водопаду можно пойти по льду, а летом доступна только тропа по верху. Мы прошлись по обеим, и можно сказать, что снизу ущелье выглядит красивее, да и идти гораздо легче, чем подниматься по многочисленным ступенькам. Сам водопад замерзает снаружи, и видно, как внутри него течет вода. Еще одна популярная точка в этом парке – Пик Любви. Он находится высоко, и чтобы подняться до самого верха, потребуется полдня.
Но по пути есть 4 оборудованные смотровые площадки, и уже со второй начинается красивый панорамный вид на окрестности. Дорожка благоустроена, есть перила в трудных и скользких участках, идти несложно. Спустившись вниз, можно прогуляться по монгольскому рынку. Ближе к полудню продавцы выкладывают свой товар. Больше всего здесь лекарственных трав, настоек, чаев. Также тут можно купить местную бурятскую обувь из оленьих шкур, которой не холодно в суровые морозы. Еще есть тапки с бурятскими узорами, магнитики, картины, маски, чего только нет. Короче говоря, если хотите купить бурятские сувениры, то выбор тут есть. Ну а мы набрали питьевой минеральной воды из источника возле нашей гостиницы и поехали смотреть на моралов. Моралы – это вид оленей. Здесь они живут на территории размером в 100 гектаров, на котором есть и поля, и леса. Так как территория просто гигантская, их можно считать полудикими, но при этом полностью огорожена. Так что моралы защищены от хищников. Но при этом в 10 утра и в 4 дня они могут приходить на кормление. Как это выглядит? Моралы уже привыкли, что в определенное время в кормушки насыпают зерно, и они могут прийти к этому времени, если голодные. Зимой вероятность встретить моралов увеличивается, так как им сложно самим прокормиться. А летом, когда травы и так много, они могут и не прийти на кормление. В наш приезд на кормление пришло несколько десятков моралов. К людям они еще не привыкли и не подпускают к себе близко. Говорят, что моралов привезли год назад, и примерно через 3-4 года, когда они начнут больше доверять людям, туристы смогут их гладить и кормить с руки. Обратите внимание на попки моралов. Они как будто бы подсвечены более светлой шерстью. Природа так задумала для того, чтобы когда стадо скачет в лесу, оленята ориентировались на этот маячок и не отбивались от стада. В окрестностях Аршана еще есть чем заняться. Например, можно съездить в обсерваторию, где находятся телескопические антенны тарелки. Они отслеживают движение Солнца, или искупаться в горячих источниках. Наше путешествие по Байкалу и Аршану подходит к концу. Мы очень рады, что приехали в это место. В Аршан стоит приехать как минимум на пару дней, как зимой, так и, как говорят местные, летом. Мы верим, что наш маршрут поможет вам получить максимум удовольствия от путешествия. В дополнение к этому фильму мы создали текстовый онлайн-маршрут с картами, подробностями, полезными контактами, красивыми фотографиями и четким планом день за днем. Он поможет вам без труда подготовиться к поездке. Спасибо за просмотр. С вами были Лев и Света Арамилевы из проекта The Aramilevs.